Всем привет! Сегодня я буду шить очередную сумочку. И сумка эта будет в японском стиле. Я буду смешивать японские техники бора и сашика, вернее делать их имитацию. Почему имитацию? Потому что, как вы знаете, бора и сашика это все ручная работа. Я же сумку буду шить на швейной машинке. Может быть, за исключением каких-то деталей, которые я выполню вручную. На эту идею меня вдохновила вот эта книга. Автор Ольга Грузинцева «Вышивка в технике сашика». В этой книге очень много цветных фотографий, иллюстраций, узоров. Посмотрите. Я считаю, совершенно потрясающее издание, настоящий кладезь японской вышивки. В общем, в этой книге вы найдете все от выбора материалов, инструментов до галереи готовых работ. Где купить эту книгу, я, к сожалению, сказать не могу. Я ее покупала лет 5 назад. Она мне совершенно случайно попалась на глаза, и я ее купила просто для коллекции в свою библиотеку. Это не реклама, с автором этой книги я никогда знакома не была и не общалась. Я просто хочу поделиться с вами тем, что такая книга существует. Может быть, вы ее найдете, приобретете, и она вдохновит вас на изготовление каких-то интересных изделий. А я, в свою очередь, приступлю к пошиву сумки. Фасон для сумочки я выбрала самый простой. Здесь будет вточное дно. Застегиваться она будет на клапан, который я выполню из кожи. Сверху будет ремешок, двухсторонний, нижняя сторона будет из джинсовой ткани, верхняя из кожи. Задумка моя такова, чтобы вот здесь по кругу сумочки не было видно ни одного шва. Ну, потому что лоскуты, вышивка, и я считаю, что какие-то швы где-то, ну, были бы совсем излишни. Поэтому я выкройку сделала таким образом, чтобы у меня по бокам сумочки не было швов. Здесь условно перед, и здесь будет сгиб. Единственная линия стачивания будет сзади сумочки, и стачиваться будет флизелин, потому что сборку я буду осуществлять методом быстрой сборки на флизелине. Потом у меня закроется лоскутами, и шва этого видно не будет. Здесь обозначена линия стачивания обтачки и подкладки. То есть по этой же выкройке я буду выкраивать и обтачку. Вот так я ее согну. И вот эта деталь и есть обтачка. 2 раза я ее выкрою. Здесь сверху я подогну с 2 сторон. И здесь будет втачиваться ремешок. Все остальные детали я посчитала уже с припусками на швы по 0,75. Сейчас я рассказывать не буду, да, какие детали, сколько и каких размеров выкраивать. Я просто оставлю на несколько секунд, чтобы те, кто захочет, мог воспользоваться готовой выкройкой. Флизелин у меня 90 сантиметров шириной. Здесь сгиб проходит. Выкройку я прямо к нему приколола булавками, чтобы ничего нигде не сместилось. Так и буду кроить. Вот получилась такая деталь. Сейчас я разложу по поверхности этой основы джинсовые лоскуты. Ну, в различном порядке я посмотрю, как я разложу. Так. Внахлёст немножко я буду делать. Основа остыла. Как вы видите, лоскуты приклеены в совершенно произвольном порядке. И вдоль, и поперек, и большие, и маленькие. Здесь полукруг я сделала. Сверху я приклеила джинсовую ткань несколько тоньше. Для того, чтобы в этих местах, где будет втачиваться ремешок, опять же, не создавать лишнюю толщину. Здесь с этого края я оставила пару сантиметров, и с этого тоже. Сначала я буду делать вышивку вот в этой области. Оставлю с каждого края, ну, примерно по 10 сантиметров. Затем я стачаю
срезы флизелина. Также разложу, ну, вот эти вот лоскуты, которые здесь остались, также внахлёст, здесь поровнее будет. И доделаю вышивку в этой области. Как вы видите, срезы лоскутов я обработала ножницами зигзаг для того, чтобы они, ну, не бахромились. Как мне кажется, сашика тут, в принципе, ну, имитация сашика, в принципе, самодостаточно будет выглядеть, если тут еще нитки полезут. Ну, на мой взгляд, будет несколько неаккуратно. Ну, на вкус и цвет товарищей, конечно, нет. Кто хочет, может и попробовать, в принципе, оставить обычные срезы. Как вы видите, по всему полотну никакого шва нет. Чтобы мне проще было вышивать японские узоры, я буду использовать вот такой маркер. Он самоисчезающий. Я им нарисую узоры, посмотрю в книге, да, какие, где мне лучше подойдут. Сяду за швейную машинку и приступлю к вышивке. Вышивку я начала с самых простых узоров. Ну вот здесь видите, я просто сделала линии. Этот узор называется ступеньки. Для вышивки я выбрала нитки почти белого цвета, они у меня тонкие. У меня есть стежок, который имитирует вот толстую нить. Сейчас покажу, как это происходит. Длина стежка у меня 6 миллиметров. Вот 3 стежка я сделала, повернула. То же самое. И так далее. Я совсем ровно стежки не пытаюсь делать. Если у меня будет отклонение 1-2 миллиметра, это даже к лучшему, потому что это все-таки имитация ручной работы. Здесь я вот отгибаю, где у меня идет внахлёст. У кого нет такого стежка на машинке вперед-назад, можно взять просто толстую нить, поставить стежок подлиннее, и я думаю, что будет выглядеть ничуть не хуже, а может быть даже и лучше. Вот я оставила, как и собиралась, здесь немножко, ну, сантиметров по 10-7 с каждой стороны. И стачала срезы флизелина. Стачала я припусками, ну, как бы наружу, да. Если бы я делала наоборот, то у меня здесь на припусках был бы клеевой слой. И когда бы я утюжила подкладку, у меня бы оно все прилипало. Поэтому я сделала так. Сейчас я припуски вот так вот разложу. Ну, сложу тут как-то каким-то образом, посмотрю. И доделаю вышивку в этой области. Верх сумочки практически готов. Сюда осталось втачать дно. Вот так она выглядит спереди. Так сзади. Не скажу, что все узоры я делала вот четко по книге. Я, конечно, импровизировала. Пока мне нравится. Посмотрим, как будет это выглядеть в готовом изделии. Я уже начала кроить остальные детали. Это дно сумочки. Его я продублировала очень плотным флизелином. 150 грамм на метр квадратный у него граммаж. Здесь, ну я не знаю еще, буду ли я здесь делать стежку или вышивку. Может быть, я оставлю и так. Нижняя часть ремешка из джинсовой ткани. Ее я уже тоже продублировала и приутюжила припуски на швы. Верхняя часть ремешка из кожи. Он у меня будет сточной. У меня, к сожалению, не было такого большого кусочка. Я покажу здесь потом, как я буду его стачивать. Заготовка для клапана. Тоже вот 2 детали. Мне осталось выкроить обтачку из джинсовой ткани и подкладку. Обтачку и подкладку я уже выкроила. На подкладке внутри сумочки у меня будет 2 кармана. Один накладной открытый и второй прорезной на молнии. Побольше кармашек я сделаю. Обтачку я выкроила из тоненькой джинсовой ткани.
и дублировать ее я не буду, для того, чтобы вот в этом месте не было совсем жестко. Ну, вот здесь и так продублирована и вышивка. Если я еще и здесь дублировать буду, оставлю так. Срезы эти я уже стачала. Они будут по центру сумочки, как спереди, так и сзади. Можно было бы, как вариант, обтачку эту выполнить из какой-то интересной симпатичной ткани, сделать ее цельнокроенную с подкладкой. Ну, вот в этой сумочке я решила сделать так. Прежде чем притачивать обтачку, мне надо будет сделать клапан, потому что клапан я буду втачивать вот здесь вот, да, между обтачкой и верхней частью. У меня есть два кусочка, я заготовила. Застегиваться она будет на магнитный такой замочек. На нижней части клапана я установлю замочек. Вот эту часть я буду на сумочку устанавливать, эту часть на клапан. Так, вот я померю. Один у меня поменьше, один побольше. Вот который поменьше, это нижняя часть. Здесь вот есть у меня такие фиксаторы. Я его приложу. Так, и здесь у меня будут прорези. Туда я буду вставлять вот эти ушки. Вставляю эту сюда. Ну и я их, наверное, их можно разогнуть. Да, я их разогну. То есть вот, замочек у меня готов. Сейчас я склею и вот таким образом его поставлю сохнуть. Для того, чтобы у меня клапан все время стремился к тому, чтобы закрыться, да, чтобы вот, ну видите, если я его таким образом выполню, при его сгибании, при закрытии, здесь будет достаточно проблематично. Вот он волнами идет, поэтому я его прямо в таком положении оставлю сушить. Потом я здесь сделаю полукруг. Вот таким образом я закрепила лягушками. Час, наверное, мне придется, ну полчаса, час придется, наверное, подождать. Вот. Я пока сделаю карманы на подкладке, чтобы время мне не терять. Боковые срезы на подкладке я стачала, вот выполнила карманчики. Вот прорезной. Здесь я укрепила в этих местах такими треугольничками. Ну, вот где основная нагрузка пойдет, да, чтобы... Здесь я решила все-таки сделать два кармана, а не один. В этих местах я тоже укрепила флизелином. Также, где вот основная нагрузка пойдет здесь, чтобы у меня подкладка потом не порвалась. Сейчас мне надо будет сделать строчку здесь на клапане. На машинке я ее сделать не смогу. Потому что, ну, здесь, во-первых, не очень удобно подступиться. Во-вторых, машинка у меня эту кожу шьет не очень хорошо. Шьет да пропускает. Поэтому вот у меня есть такая игла для шитья кожи. Ей я шить не буду, потому что игла это очень толстая. Она, ну, примерно вот 2 миллиметра у нее диаметр. Если я буду еще двойную нить здесь вставлять, у меня, ну, совсем здесь получатся большие дыры. Я ею, этой иглой, просто здесь вот сделаю отверстие и вручную обычной иголкой, ниткой в 2 или в 4 сложения прошью. Я прошлась сначала в одну сторону вперед иголкой, и теперь я иду в обратную сторону. Клапан готов. Теперь его можно втачать между обтачкой и верхней частью сумочки. Я его так размещу, совмещу центр обтачки, центр верхней части сумочки и центр клапана. Зафиксирую. Здесь я все скалю булавками и стачаю.
Верхние срезы я оставлю открытыми, потому что потом я уже в самом конце это буду делать. Я здесь буду делать подгиб с двух сторон, вставлять туда ремешок. То есть это я буду в самом конце делать. Обтачка готова. Вот так это выглядит. Здесь, возможно, по краю, даже невозможно, а я сделаю либо ручной шов вперед иголку, либо на машинке, ну, чтобы она не выворачивалась, это я уже потом посмотрю. Сейчас мне надо будет обтачку соединить с подкладкой. Для этого я сумку выверну. Выверну подкладку. Вот. И верхний срез подкладки вот таким образом я туда ее помещу, соединю. Ну, здесь я посмотрю, где у меня центр. Сделаю насечки, сколю булавочками и стачаю вот здесь. Подкладку я притачала. Припуски я заутюжила на обтачку и застрочила их тоже на обтачку. Ну, здесь пузырицы, это я все потом, где надо, подклею на паутинку, где надо, проложу строчку, все будет ровненько, аккуратненько. Пока я это делала, я подумала, что если бы я подкладку соединила с обтачкой до того, как обтачку притачивать к верху сумки, мне было бы намного проще. То есть вот вам такой совет. Сначала соедините обтачку с подкладкой, а затем уже выполняйте вот эти вот, стачивайте эти срезы. Сейчас я сделаю магнитик сюда и приступлю к изготовлению ремешка. Нижняя часть ремешка, как я показывала, уже готова. Теперь мне нужно будет сделать верхнюю часть. Она у меня будет из двух кусочков стачена. Стачивать я буду не прямо. Я таким образом вот сложу. Ну вот здесь посмотрю, здесь у меня уголок и там снизу уголок. Выполню такой надрез и буду стачивать под углом 45 градусов. Примерно получилось. Здесь снизу я сейчас приклею полосочку флизелина, чтобы оно здесь покрепче держалось. И сверху зигзагом, не мелким зигзагом, ну 2,5-3 миллиметра, может быть, я здесь выполню этот, стачаю вот эти срезы. Закрепки я ставить не буду ни здесь, ни здесь. Я буду завязывать узелки вручную и туда их подгибать, чтобы все это было аккуратненько. После того, как я это сделаю, я кожаную часть вот таким образом приклею к ремешку. Вот. И потом с двух сторон проложу строчки. Посмотрю, если у меня машинка возьмет, хорошо. Если нет, тогда мне придется делать их вручную. Покажу, что получилось. Машинка моя, на удивление, прекратила капризничать и начала шить даже эту кожу. Еще и таким стежком вперед-назад. Иголку я взяла самую обычную, потолще. Как вы знаете, иголки для кожи, они кожу разрезают. Я бы не хотела, чтобы у меня джинс внизу оказался разрезанным. Вот так выглядит ремешок. Здесь место, где я стачивала зигзагом. Я считаю, получилось очень даже неплохо. Ремешок с одной стороны я уже втачала вот таким образом. Сейчас покажу, как это сделать на примере другой стороны. Здесь сверху я сделала подгиб с двух сторон и зафиксировала иголкой. Ну, просто вот ниткой, да, зашила здесь. Сейчас я сумку выверну. Это вот место. Вот. Таким образом здесь получается. Вставлю ремешок.
здесь ровненько расправлю все. Так вот приложу, так вот. И сделаю здесь строчку туда-сюда. Вот эту нитку, которой я соединяла эти два края, я ее уберу. И вот так вот у меня получилось. Сейчас я буду втачивать дно. Для этого я сделала с боков 2 насечки и 2 насечки по центру, спереди и сзади. На этой детали я тоже сделала насечки, вот таким образом ее сложила здесь и здесь. Так я ее совмещу. Вот здесь вот эти 2 насечки центральные. Здесь стачаю, выверну сумку и с этой стороны сделаю то же самое. Вот с двух сторон я стачала. Здесь у меня остался открытый участок. И с другой стороны то же самое. Я вот так вот аккуратненько все сложу ровненько. И здесь проложу строчку. С той стороны я сделаю то же самое. И дно готово. Вот как это выглядит. Все ровненько. Я отутюжила, естественно. Осталось только сделать дно подкладки. Да, тут уголки сделать и зашить низ. Но я, прежде чем это делать, я поработаю вот здесь вот с обтачкой в этой области, чтобы она здесь ну, не выворачивалась. Я для начала приклею ее на паутинку, а потом уже посмотрю в самом конце, буду ли я делать здесь строчку, нужна ли она вообще здесь будет. Как делать дно на подкладке, вы, наверное, уже знаете, но я покажу еще раз. Вот я стачала здесь срез, оставила небольшой открытый участок для того, чтобы можно было это вывернуть. Уголок я вот так вот сложу. Отмерю здесь 8 сантиметров, то есть ширина дна. И проложу строчку. Уголок этот я обрежу. Вот у меня получился такой уголок. Я его совмещу с этой же частью, верхней части сумочки. И здесь проложу строчку. То же самое я сделаю с другой стороны, для того, чтобы у меня подкладка внутри сумочки туда-сюда не ходила. Вот так выглядит сумочка изнутри, с одной стороны и с другой стороны. Как мне кажется, все очень прилично получилось. Здесь я по кругу приклеила обтачку на паутинку. Паутинка у меня хорошая, она переживает много стирок. Тем самым я хотела избежать вот здесь дополнительной обработки. Да, но мне все же придется это сделать, потому что эти места, хотя они выкроены не по косой, они растягиваются. Мне это совсем не нужно, поэтому я здесь вручную швом вперед иголка обработаю. С другой стороны я сделаю то же самое. Ну, здесь вышивка и этот шов, он здесь будет, ну, как мне кажется, кстати. Выверну сумочку и покажу, что получилось. Сумочка готова. Ее можно носить на плече, перекинув через голову или в руках. Как вы носите свои сумочки? Интересно было бы почитать в комментариях. Справа, слева, на плече, через голову, в руках. Я на этом прощаюсь. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.